штате Вирджиния, США, Теодор и Мария поженились в возрасте 19 лет. Всего через месяц после их свадьбы Мария обнаружила, что беременна. Обоих переполняли радость и волнение, когда они готовились приветствовать своего первенца. Они обставили маленькую комнату для малыша, купив шкаф, детскую кроватку и игрушки, с нетерпением ожидая появления своего малыша. Они с нетерпением ждали начала своего путешествия маленькой, счастливой семьей. Однако, когда Марии пришло время рожать, произошла череда прискорбных событий. Теодору пришлось срочно отвезти Марию в больницу, но их машина сломалась, и его друг не смог их подвезти. Охваченный паникой и беспокойством, Теодор вызвал скорую помощь. К сожалению, скорая приехала поздно, и Мария упала в обморок, когда Теодор попытался ее утешить. Как только прибыли медицинские работники, Марию срочно доставили в больницу и немедленно перевели в родильное отделение. Теодор с тревогой ждал новостей, но когда появилась медсестра, она сообщила душераздирающую новость. Мария не смогла родить естественным путем и нуждалась в хирургическом вмешательстве. Эта новость наполнила Теодора глубоким беспокойством. После того, что показалось мне вечностью, доктор вышел из операционной с бледным лицом. Он сообщил ошеломляющую новость о том, что Мария трагически скончалась во время операции. Однако их ребенок был спасен в критической ситуации. Теодор был потрясен этой новостью и не мог понять, что его любимая жена, с которой он мечтал провести всю свою жизнь, ушла навсегда. Подавленный горем, Теодор вместе с медицинским персоналом навестил своего сына, но не смог заставить себя взять ребенка на руки. Медсестры, понимая его скорбь, решили не отдавать ему ребенка, опасаясь, что он может навредить себе. Врач посоветовал Теодору отправиться домой и вернуться через неделю, чтобы забрать сына. Однако неделю спустя Теодор не вернулся, чтобы забрать своего ребенка, все еще не в силах смириться с реальностью ситуации. Бабушка Марии, узнав о случившемся, бросилась в больницу и забрала ребенка к себе домой. Она с любовью заботилась о ребенке и обеспечивала его всем необходимым. Сначала она пыталась убедить Теодора позаботиться о своем сыне, но он продолжал отказываться и держался отстраненно. 4 месяца спустя бабушка решила навестить Теодора с малышом. Она нашла его сидящим возле рощи с бутылкой вина в руках, явно в состоянии отчаяния. Несмотря на ее попытки поговорить с ним и представить ребенка, Теодор никак не реагировал. Поняв, что ей не удастся переубедить его, бабушка вернулась домой с ребенком. Ребенок счастливо рос под опекой своей прабабушки и семейной собаки, Метиса, который обожал детей. Бабушка часто замечала, что собака была лучшим отцом для ребенка, чем Теодор. Маленький мальчик счастливо жил с собакой и своей прабабушкой, смирившись с тем, что его отец не в состоянии заботиться о нем. 3 месяца спустя Теодор вернулся с изменившимся настроем, заявив, что преодолел свое горе и душевную борьбу. Он выразил сильное желание начать новую жизнь и заботиться о своем сыне. Бабушка сначала отнеслась к этому скептически, но в конце концов согласилась позволить ему забрать ребенка домой. Однако трагедия таилась где-то далеко. Однажды семейная собака исчезла через дыру в заборе и вернулась, неся что-то во рту. К своему шоку бабушка обнаружила, что собака спасла ребенка от Теодора, который собирался бросить ребенка на железнодорожных путях. Она вовремя вмешалась и вызвала полицию, предотвратив ужасную трагедию. Теодор признался в своих действиях, объяснив, что после разрыва с Оливией он впал в депрессию и начал пить. Он чувствовал себя беспомощным и верил, что не сможет обеспечить хорошую жизнь своему ребенку. К счастью, преданный семейный пес почувствовал опасность и спас ребенка от беды. Сегодня ребенок счастливо живет со своей прабабушкой и их героической собакой, растет в любящей и безопасной обстановке, свободный от страха. Эта душераздирающая, но в конечном счете вдохновляющая история подчеркивает глубокую любовь и защиту, которые могут обеспечить животные, а также важность благоприятной среды для процветания детей. Семейный пес Макс действительно сыграл роль спасителя, уберегшего ребенка от трагической участи.